Всем привет! С вами Анна Тюмерова, и сегодня очередной мастер-класс. В этот раз мы с вами будем делать букет из конфет. Вот такой вот миленький букетик мы соберем своими руками. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайки, пишите комментарии и давайте начинать мастерить вместе со мной. Сегодня я беру вот такие оттенки бумаги, номер 601, номер 562 и номер 577. Еще беру я вот такую салатовую бумагу, номер 558. Также мне нужна будет органза. Для упаковки я беру обычную крафт-бумагу. Конфеты я решила взять сегодня вот такие фабрики Аконт Дежавю. Именно их я буду использовать для того, чтобы сделать цветочки. Для основы цветочков я беру вот такие палочки из-под шариков. Они у меня вместо шпажек. Можно взять просто шпажки или проволоку. И еще я решила взять вот такую вот веревочку для того, чтобы обвязывать букет. Из гофрированной бумаги розового цвета я отрезаю полосочку, равную 10 сантиметров. И из этой заготовочки я вырезаю отрезок для лепестков, равный 3 сантиметра. В итоге он у меня получается 10 сантиметров длиной и 3 сантиметра шириной. Для одного цветка мне нужны 3 такие заготовочки. Теперь я беру эту заготовочку и на расстоянии половины деления гофры, 2,5 сантиметра, я начинаю прищипывать вот так вот его гармошкой. Делаю 3 складочки, переворачиваю один раз. Здесь у меня изнаночная сторона, здесь лицевая. Складываю вовнутрь. И вот так вот растягиваю. Кверху я сильно не тяну, я тяну немножко пониже, чтобы верхушка была более заостренная. Тяну только середину. Так у меня получается верхушка более острая, не растянутая, середка растянутая для конфетки и низ тоже не растянутый. И для того, чтобы внутренняя часть у нас вот так вот не топорщилась, я туда капаю маленькую капельку клея и приклеиваю внутреннюю часть лепесточка вот так вот вовнутрь. И он у нас уже не топорщится, не мешает, можно будет легко делать сам цветочек. То же самое проделаю и с остальными 2 лепестками. У нас получилось 3 лепесточка для цветка. Теперь я беру конфетку, разворачиваю хвостик. На хвостик наношу термоклей, размазываю вот так вот палочкой термоклей по всему хвостику и приклеиваю палочку к хвостику. Так я креплю саму конфетку к палочке. Тогда, когда захочется съесть конфетку, можно будет вот здесь вот развернуть фантик с этой стороны и достать саму конфетку, а сам цветочек будет целый. Теперь я беру первый лепесточек, наношу термоклей и приклеиваю вот так вот конфетки. Беру второй лепесточек, также снизу наношу термоклей и приклеиваю рядышком, немножко нахлестом на предыдущий, так чтобы лепестки были одного уровня. Снизу, смотрите, я присбариваю немножко сам лепесток. Теперь приклеиваю третий лепесточек, его приклеиваю между 2 первыми нахлестом на них. У нас получается вот такой цветочек. Теперь я беру полоску зеленой гофрированной бумаги и мне нужно обмотать стебель моего цветка. По цветочкам наношу термоклей, растягиваю гофру и вот так вот натягиваю на стебель гофру, обматывая стебель до той длины, которой мне нужно. Кончик фиксирую на капельку клея. Вот такой вот цветочек у меня получается. Для моего букета я делаю 4 светлых цветочка и 7 вот таких розовых. Теперь я беру органзу, она у меня 11 сантиметров длиной и шириной. Из этой органзы я делаю фунтик, складываю его пополам и буду приклеивать его вокруг цветочка. Наношу термоклей по самому низу, ставлю под цветочком и оборачиваю цветочек вот так вот органзой. Поднимаю не слишком высоко, мне нужно, чтобы в основном цветочек виднелся хорошо, поэтому просто делаю небольшую юбочку ниже цветочка. Так я каждый цветочек оборачиваю органзой. Теперь начинаю собирать букет. Беру светлый цветочек и темный. Они у меня будут самые верхние. Следующий цветочек я беру уже пониже. Рядышком будет еще один красненький. Здесь еще красненький. И под этим красненьким возьму еще белый. Мы можем собирать цветочки как угодно и складывать их как угодно. В принципе, здесь огромного значения не имеет. Вот так вот я собрала цветочки в одну охапку. Привязываю букетик веревочкой, и в принципе он у нас уже будет держаться. Если надо, можем поправить еще какие-то цветочки, чтобы они легли так, как нам надо. И сейчас получается вот такой вот красивый букетик. Теперь я определяюсь длиной ножки, ставлю вот так вот руку и примерно делаю так, чтобы сантиметров на 5 ручка была длиннее. Теперь отрезаю полоску гофрированной бумаги примерно 2,5-3 см шириной, и этой полоской бумаги я обматываю стебель. Наношу сюда термоклей и обматываю стебель. И сейчас у меня получается вот такой букетик, который осталось всего лишь дооформить. Бумагу я загибаю в сторону букета, формирую кулечек, по центру фиксирую степлером, снизу тоже тихонечко фиксирую степлером. В том месте, где я буду перевязывать сам букет, я тихонечко собираю бумагу, стараюсь оставить здесь объем и перевязываю букет той веревочкой, которую я приготовила.
Сначала завязываю узелочек, и теперь, после того, как я завязала узелочек, и я точно знаю, что у меня букет не вылетит, я завязываю маленький бантик. И у нас получился вот такой вот красивый букетик. Осталось этому букетику сделать листочки. Длина заготовок для листочков у меня 8 сантиметров и ширина 2,5. Наготовила листочки, теперь эти листочки приклеиваю между цветами. Беру листочек, капаю на него капельку клея и вставляю к фунтикам или к упаковке самого букета. И вот так вот в разных местах я распределяю листочки по букету. После темно-зеленых листочков я добавляю еще и салатовые. Немножко в разных местах. Мне кажется, салатовые добавят яркости нашему букету. И вот такой букетик у нас получается. Вот такой вот миленький букетик у нас с вами получился. Этот букет может быть подарком в любое время года, и на 8 марта, и на 14 февраля. И даже на день рождения подруги можно его сделать своими руками и подарить ей в честь ее дня рождения. К любому поводу, и взрослой женщине, и даже маленькой девочке можно подарить этот букетик. Спасибо большое за то, что вы делали этот букет вместе со мной. Пишите ваши пожелания и предпочтения, что бы вы еще хотели рассмотреть и какие мастер-классы вы бы хотели видеть на моем канале. Я же с вами прощаюсь. Спасибо большое, что вы вместе со мной каждый день делаете красивые подарки своими руками. До завтра. Пока-пока.